Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2024 високосный год. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь поудобнее, и я буду рассказывать. Ну что, дорогие девы, хотела бы я сказать, что год для вас будет беззаботным, полным удач и радости, но немножко придется все-таки привнести ложку такого жирного дегтя, да, потому что, да, год будет в принципе, если смотреть в целом, да, то он будет, я бы так сказала, вполне себе удачным, будут складываться обстоятельства для того, чтобы вы встали на свой путь, для того, чтобы вы пришли к своей реализации. Но тем не менее год будет полон событиями, которые будут, я бы так сказала, выбивать из колеи. Весна будет сложная, зима тоже будет неоднозначная, да, как говорится, год, который начался с ретроградного Меркурия, вашего прямого и единственного управителя, удачным так себе назовешь, да, поэтому весь год это будет год, когда будет необходимо разбираться со всеми делами, с которыми вы не хотели разбираться, да, ранее, которые вы убрали в дальний угол, с которыми вы думали, что уже все кончено, но еще на самом-то деле, поэтому ситуации будут неоднократно всплывать из прошлого. Когда они будут всплывать, это как раз-таки, когда Меркурий, ваш управитель, будет ретроградным. Это, естественно, уже первый его такой момент ретроградности будет в апреле, второй момент будет в августе. И, конечно же, в конце ноября, в декабре ретроградный Меркурий во всей красе будет вытаскивать ситуации с прошлыми, с которыми вы не разобрались. Поэтому в этот момент, пожалуйста, проходите свои уроки, закрывайте те задачи, которые вы не хотели закрывать ранее, идите вперед. Если по месяцам, то январь, февраль, март я бы тоже сюда бы отнесла. Сложные месяца фонят мировыми событиями, которые, естественно, не совсем приятные, заставят подумать, принять, возможно, другую точку зрения, сменить вашу точку зрения на то, что вы думали раньше. Вот вам раньше казалось так, сейчас оно стало казаться совершенно по-другому. Растете, меняете мировоззрение, меняете свое отношение, и это нормально. Апрель, май, в принципе тоже, я бы так сказала, одни из удачнейших и таких славных месяцев в вашей жизни, когда в 2024 году, да, когда будет и способствовать и удача в финансах, и в работе, и будет казаться, что отношения само собой регулируются. В апреле, конечно же, будет сложно, но даже момент ретроградного Меркурия все равно будет идти вам на пользу. То есть апрель будет для вас успешным, я бы так сказала. Июнь будет не совсем приятный. Июль месяц, когда придется начать вот прям вкалывать, да. И август второй момент ретроградного Меркурия, когда все-таки будет такая тяжеловатая уже энергия, тяжеловатые эмоции, будет сложновато, необходимо будет подходить к какому-то логическому завершению, да, своих действий, то есть появятся в вашей голове мысли, все, что касается отношений в том числе, потому что помним, да, что для вас этот год является, я бы так сказала, финальным не экзаменом, а предэкзаменационным моментом, потому что по окончанию 2024 года кармические узлы пройдут как раз-таки ось весов и овнов, и в 2025 году вступят как раз-таки в ваш знак, и необходимо будет, как раз-таки на вашей оси окажутся, да, как раз-таки понимать, что вы делали, что вы сделали, где вы реализовались, где вы не реализовались. И, конечно же, вторая половина года 2024 будет для вас сложная.
Первое, я бы так сказала, несмотря на то, что событий будет много, да, активности, энергии, мощности тоже будет много, но как-то первая половина года она будет складываться для вас более удачливее, что ли, более везучим вы будете себя чувствовать, будет ощущение, как будто все само происходит, но это такая, знаете, ловушка, да, если вы относитесь ко всей серьезности событий, которые будут происходить в первой половине 2024, то вторая половина сложится не так сложно для вас, не так, я бы так сказала, не то что трагично, да, не с таким большим эмоциональным выгоранием, как это возможно, да, потому что вторая половина года с июля начнется уже такое усложнение всех своих задач, и то, что было легче сделать в первой половине, конечно, во второй половине 2024 года будет происходить еще сложнее, гораздо сложнее, да. Август, проверка ретроградным Меркурием, и, естественно, сентябрь для вас будет, я бы так сказала, первым из сложных месяцев. Первым из сложных месяцев как раз-таки придет осознание того, что вы делаете, для чего вы делаете, что вы сделали, что не доделали. Такой момент, я бы так сказала, опустошения, одиночества, да, здесь наступит. Но это будет не такое прям глобальное одиночество, а такое внутреннее желание отстраниться от всех, подумать, это прекрасно такое на самом деле отношение к самому себе, сесть и подумать, что вы хотите сделать, да, потому что октябрь будет зависеть от того, что, к каким мыслям вы пришли, что вы решили сделать, что вы решили реализовать, потому что октябрь будет такой месяц, я бы так сказала, когда можно многое стабилизировать и поднять на уровень выше. Ну а ноябрь, конечно же, будет месяцем абсолютной проверки вашего эго, вашего сознания. Те, кто задрал носы, придется немножко их подопустить. Те, кто вообще решил сбежать от дел, уехать, переехать, чтобы убежать от проблем, все-таки ваши проблемы вас настигнут. И здесь, конечно, если вы сами идете в проблему и ее решаете, то тогда ноябрь будет не таким жестким. Если же вы проблему свою не решаете, тогда декабрь еще будет месяцем полного такого момента, когда гордыня, как говорится, пошатнется, да. И здесь, ребят, ни хорошо, ни плохо, скажу так, дорогие девы, 2024 год, в принципе, для вас будет годом, когда необходимо научиться на прошлых ошибках. Это еще не экзамен. Ваш экзамен будет в 2025 и в 2026 году. Для вас это будет два из сложнейших годов, от которых от вас же будет зависеть то, что вы делаете, для чего вы это делаете, особенно если вы девы, которые родились, и вам на момент 25-26 года будет 37-38, либо 57-58, да, то есть момент, когда вы решили, то есть это момент разворота кармических узлов в прямом смысле, эти года для вас будут кармичны. 24 же год, да, вернусь к 2024, для вас будет годом, когда можно будет многое изменить. То есть, грубо говоря, если вы в своей жизни ничего не делали для своей реализации, так как говорится у нас, Дева – это тот знак, который впитал в себя мощную силу, навыки, таланты всего рода, да, то есть своего древа, да, я бы так сказала. И у вас есть таланты, и вы их не реализовываете. Ну вот просто сидите и страшно, живете как все, ходите на работу как все. У вас такая стабильная жизнь, чтобы никто не докопался. Зато не страшно идти в какое-то развитие, зато нет такой как бы ответственности, если что-то не получилось, зато не страшно провалов, потому что жизнь-то она вроде как такая стабильная, но при этом вы не раскачиваете никакие свои навыки, никакие свои таланты, вы не набиваете ошибки на свою голову, если у вас что-то не получилось, и благодаря этим ошибкам вы не растете. Вы как планктон, который просто вот так живет и существует, да. И если же в 2024 году вы не начнете наконец-то развиваться, не поймете свою философию, что вы здесь для чего-то нужны, и что вы родились в этой семье для того, чтобы пробиться, реализоваться,
реализоваться, что-то вот такое интересное сделать, как-то вот выделиться, да, не с точки зрения там гордынечку свою приподнять, нет, для того, чтобы оставить свой след в своем семейном древе, да, для того, чтобы стать тем самым человеком. Конечно же, ребят, на планете живет 700-800 миллионов дев, и какая именно задача стоит в вашем роду, я могу сказать только глядя в вашу натальную карту, где вам необходимо реализовываться, потому что не может быть для всех дев на планете одна и та же кармическая задача, да, то есть они у всех разные. Здесь, пожалуйста, будьте адекватными и понимайте, что все мы пришли в этот мир для чего-то, и это развитие необходимо. И здесь, пожалуйста, мои дорогие, любимые, практичные, терпеливые девы, реализуйтесь. Тем более терпение у вас хоть отбавляй. Вы можете делать те задачи, на какие, например, другие знаки зодиака просто не способны. И просто вы не цените эти свои качества, вы выпускаете их в обычную рутину, такую занудную черту характера, которая вот просто одно и то же, одно и то же. И вверх рост, оно не идет. Либо это постоянное занудное нытье, либо это такое, знаете, просто стабильность ради прикрытия. А вот для того, чтобы сказать, что это то, что вы на самом деле душой хотите и горите всем сердцем, ну, вы же прекрасно это сами все понимаете, что то, если вы горите этим делом, которым вы занимаетесь, и вы заняты каждый день, тогда ваша жизнь складывается совершенно по-другому. Она яркая, она интересная, она блестит, и вы своей жизнью просто довольны на все 100-500. Поэтому, дорогие мои любимые девы, если подытожить, 2024 год будет для вас годом, когда вы можете реализовать, начать делать то, что вы всегда хотели, на что у вас есть желание, амбиции, эмоции, чем вы можете выделиться, чем вы можете продвинуться, чем вы можете закрепить свой статус социальный, в том числе свой статус по жизни, кто вы есть, да, для того, чтобы просто четко понимать, кто вы, куда вы идете, каким человеком вы хотите стать. В 2024 году, я бы сказала, как вы его проведете, таким и будет для вас 25 и 26 годом. На самом деле очень важный, интересный этап в вашей жизни. При этом в 24-м получится прекрасно переехать, съездить отдохнуть, потратить много денег в том числе, да, вложиться во что-то интересное. Год для вас на самом-то деле, первая его половина будет удачная, успешная и интересная. При этом, если вы все будете делать бездумно, вот просто бездумно, не заботясь о своем будущем, то тогда, ребят, будет сложновато. Начнется все со второй половины 2024 и, конечно же, продолжится не очень приятно в 2025 и в 2026 году. Поэтому, мои любимые, дорогие девы, понимаете всю ответственность, которая стоит перед вами. Вы родились в это время не просто так, потому что в семье, в роду необходим был как раз-таки тот человек, и это вы, для того, чтобы кем-то стать, как-то красиво проявиться так, чтобы человека запомнили, сделать что-то полезное, что-то активное, яркое, интересное для своего рода, для того, чтобы поднять его на ступеньку выше. Да, дорогие мои девы, на вас лежит именно вот такая ответственность, и она, я бы так сказала, очень интересная и очень почетная. Почему нет? Главное это не отрицать, главное идти и действовать, и не спускаться вниз своей самооценкой, своими действиями, и не делать те действия, о которых вы будете потом сожалеть. Не ругаться, не портить отношения, наоборот, собирать контакты вокруг себя, своих близких, объединять, делать такой семейный дух, да, семейный уклад своей жизни. И тогда ваша жизнь начнет очень сильно меняться. В лучшую сторону, естественно. Дорогие мои девы, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я рада, что вы дождались гороскоп на 2024 год. По классике в конце актуальные ролики, на которые вы можете опереться
для того, чтобы скомпенсировать негатив в своей жизни. Конечно же, если у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео, только обязательно оставляйте дату, время и место. Помните, для меня это 3 составляющих, на основе которого я могу вам дать корректный ответ на ваш вопрос, а некорректный я не оставляю. Ребята, если же ваш вопрос очень лично, в описании канала есть ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем разговаривать индивидуально с вами. Ребят, еще раз спасибо, что были здесь, что досмотрели до конца. Я желаю вам прекрасного 2024 года. Я желаю, чтобы он у вас сложился согласно вашей душе, чтобы он вас радовал. И входя в 2025 год, в новую такую, я бы сказала, уже переходную эру, да, у вас были совершенно другие эмоции и уровень взросления. Ребят, спасибо большое и увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.